Мастер-дистиллер Фрэнсис Канлан в 2019 году подумал, а не создать ли нам что-нибудь новенькое на своей винокурне, которая находится в пригороде Глазго и называется Окинтошен. Своим городским происхождением винокуры гордятся, о чем свидетельствует городской пейзаж и городской горизонт на упаковках. А еще винокурня гордится своей тройной дистилляцией. Никита Курочкин, бренд-амбассадор винокурни, а по совместительству и бим-сантори вообще в России. Так вот, Никита Курочкин в свое время выцарапал из цепких лап Amazon партию этого лимитированного релиза и залил российский ритейл бутылками. Основа этого виски — это бочковой American Oak, а это на минуточку от 5 до 8 лет выдержки в бочках из-под бурбона и последующее финиширование в течение 4 месяцев в двух типах бочек. Это Савиньон Блан из двух регионов Бордо и Бержерак Франции, а также бочки из-под Сотерна из региона Бордо. Шикарная не бочковая, но и не коммерческая крепость в 47 градусов, отсутствие холодной фильтрации, натуральный цвет. Crafted to be enjoyed chilled, так гласит надпись в центре упаковки на фасаде, и мы видим здесь снежинку. Это посыл к тому, чтобы мы употребляли этот виски охлажденным, а то и со льдом. Вы серьезно? Vibrant and fresh. Яркий и свежий. На сегодняшний день это единственный виски, видавший бочку из-под Sauvignon Blanc старого цвета. Эх, такими темпами придется и на сомелье сдавать. Ну что, оценим? Классический ньюмейковый бражно-фруктовый аромат. Не свежескошенная, но свежесорванная и перетертая на руке трава сока. Древесно-спиртовый. Из фруктов пробивается экзотический кокос. Аромат сильно обжигает рецепторы своей молодостью. Второй нос дает перловую кашу и специи. Вкус. Заметно горький. Очень ярко горький. Тонинный и древесный. Спирты молодые и горячие. Дерзкие и колючие. Фруктовый и бражный, по сути, это повторение носа. Та же самая трава. Во втором глотке чувствуется бурбоновая сладость, подпаленная солома и легкая винная сухость. Проверим, как он себя ведет, подышав. После такой мощной декантации виски устоял, и я во вкусе чувствую яркие сливочные тона, яркие бурбоновые цветочно-фруктовые тона, мяту, острый перец халапеньо, а спиртуозность потихоньку отступает. Послевкусие простое, древесное. Со временем древесность развивается в полости рта, уверенной горечью. Хотел бы вам зачитать дегустационную заметку от официалов. Аромат. Лимонные ноты белого грейпфрута с легкой сладостью белых персиков и зеленого яблока. Легкий аромат эглантина, жимолости, шотландского веника и жасмина. Вы знаете, что такое эглантин? Это сорт розы. Вы серьезно? Вкус. Зеленый виноград, акациевый мед, лимонный творог, личи, медовая дыня, сено. Вы серьезно? Послевкусие. Заварное яблоко и соленый привкус во рту. Серьезно? Давайте попробуем с тем самым льдом. Праздник к нам приходит. Аромат устойчивый и стал каким-то сливочным. Вкус стал более горьким и спиртуозным, таким водочным послевкусием. Плюсы: на воздухе устойчив, вкус развивается, а сам по себе довольно интересный. Минусы: довольно несобранный по балансу, довольно примитивное послевкусие. С водой и со льдом, как пишут нам маркетологи, он совершенно мне не понравился. Никакой винной истории я почти не почувствовал, кроме легкой винной сухости во втором глотке. Лед — это явно какой-то хайп или попытка расшириться на американском рынке, или попытка расширить ниши применения, тем самым увеличить продажи своего виски. Скорее всего, последнее, потому что здесь мы видим и посыл к любителям бурбона: пейте этот виски в своих роксах со льдом.
Это и посыл к молодежи, потому что здесь открываются безграничные возможности по миксологии. Это посыл и к любителям скотча, потому что здесь есть необычная довыдержка в винных бочках Sauvignon Blanc, которая, опять же, никем еще не применялась. Но и любители вин, смотрите-ка, не забыли. Винный бокал часто фигурирует в презентациях, дегустациях, рекламных материалах. Как вам такой solution от официалов? Рекомендации по сервировке. Храните Auchentoshan Sauvignon Blanc охлажденным либо в холодильнике, либо в ведре со льдом. Держите 2 маленьких бокала для вина охлажденными в холодильнике или добавьте в бокал несколько кусочков льда. Вылейте порцию виски на лед, украсьте долькой зеленого яблока. Предлагаемый способ употребления такой же, как у вина Sauvignon Blanc. Что получается и нашим, и вашим за 3 рубля с пляшем. Оценку этому виски я дал 78 баллов. Кстати, Никита Курочкин также проголосовал на Whisky Base и поставил ему 93 из 100. Кто может объяснить этот феномен? И возвращаясь к 3 рублям, хочу сказать, что я видел эту бутылку за 4200 рублей в сети X5 в Перекрестке, но как только цена стала акционной, стала 2999 рублей, те самые 3 рубля, я ее тут же купил. Что бы я выбрал из этой же ценовой категории в 3000 рублей, не дымная и не хересная? Glenfiddich 12 лет, Singleton 12 лет, то есть я бы выбрал что-то с числами, а уж какие-нибудь Old Palt 12-летний или Annog 12-летний в те же деньги уж совсем в клочья рвут этот релиз. А если брать цену 4200 рублей, та цена, которая изначально стартовала по продажам в России, то за эту цену можно и еще больше вариантов подобрать. Кстати говоря, отсылка к любителям виски — это отличная не маркетинговая и не полочная крепость, натуральный цвет и отсутствие холодной фильтрации. Большой-большой респект маркетологам, отдельный привет отделу маркетинга за отличный продукт-плейсмент и просто великолепный феерический поиск ниш применения своему новому релизу. Итак, за маркетинг 5 с плюсом, за виски 4 с минусом.